Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляется при наличии условий и оснований, установленных для некоторых категорий лиц статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года. Номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации, далее Федеральный закон номер 62 ФЗ. При этом для них снято требование о сроке постоянного проживания в России, но не условие иметь вид на жительство, за исключением лиц, указанных в частях 2. 8 данной статьи. В соответствии с указанной статьей Федерального закона номер 62 ФЗ в упрощенном порядке могут быть приняты в российское гражданство следующие категории лиц. Лица без гражданства, имевшие гражданство СССР, проживавшие и проживающие в государствах, входивших в состав СССР, и не получившие гражданство этих государств. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР. Состоят не менее 3 лет в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации. Имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации. Имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. Имеют сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, в случае, если другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. Получили после 1 июля 2002 года. Профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее территории и осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее 1 года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. Являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации непрерывно не менее 3 лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, в установленных правительством Российской Федерации видах экономической деятельности. При этом в указанный период сумма уплаченных такими гражданами и лицами в каждом календарном году налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации составляет не менее 1 миллиона рублей. Являются инвесторами, чья доля вклада в уставный, складочный капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации в установленных правительством Российской Федерации видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее 3 лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. При этом размер уставного, складочного капитала такого юридического лица должен составлять не менее 100 миллионов рублей и в указанный период сумма уплаченных таким юридическим лицом в каждом календарном году налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации составляет не менее 6 миллионов рублей. Осуществляют не менее 1 года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в Российской Федерации по профессии, специальности, должности, включенной в перечень профессий, специальностей и должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный Минтрудом России. Имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации. Являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины. Признаны носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона номер 62 ФЗ. Состоят в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеют в этом браке общих детей. Являются нетрудоспособными,
прибыли в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированы по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года. Являются ветеранами Великой Отечественной войны, имели гражданство бывшего СССР и проживают на территории Российской Федерации. Являются участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Соотечественников, проживающих за рубежом, получили разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной государственной программой, либо состоят на учете по месту пребывания на территории указанного субъекта Российской Федерации. Относятся к категориям, определенным Президентом Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона номер 62 ФЗ. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Граждане Украины, не имеющие гражданства, подданства, другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Г. Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года. А также их дети, в том числе усыновленные, удочеренные, супруги и родители. Лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Г. Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года. И 27 апреля 2014 года. Соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, удочеренные, супруги и родители. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации села территории Крымской ССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные, удочеренные дети и супруги. Граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, удочеренные, супруги и родители. Кроме того, граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Беларусь могут приобрести гражданство Российской Федерации на территории Российской Федерации также в упрощенном порядке на основании соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года. С заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ребенка и недееспособного лица, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, вправе обратиться. Один из родителей ребенка, имеющий гражданство Российской Федерации, при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации. Единственный родитель ребенка, имеющий гражданство Российской Федерации. Опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12 и частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года. Номер 48 ФЗ об опеке и попечительстве. Руководитель Российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую под надзор помещен ребенок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации. Руководитель образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги или иной российской организации, в которую под надзор помещено недееспособное лицо, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона номер 48 ФЗ. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации лицом, проживающим, пребывающим на территории Российской Федерации, подается в территориальный орган МВД России по месту жительства или по месту пребывания,
в соответствии с частями 7 и 8 статьи 14 Федерального закона номер 62 ФЗ, заявителя. Прием заявлений от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, осуществляется в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. Условия приема в российское гражданство установлены частью 1 статьи 13 Федерального закона номер 62 ФЗ. Условия приема в гражданство Российской Федерации на основании части 8 статьи 14 Федерального закона номер 62 ФЗ установлены указами Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года. Номер 183 об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке от 29 апреля 2019 года. Номер 187 об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации отклоняются на основании части 1 статьи 16 Федерального закона номер 62 ФЗ, если заявитель выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации. Участвует либо участвовал в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций или направленных против вооруженных сил Российской Федерации, либо в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, представительств Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов Российской Федерации и их сотрудников. Участвует либо участвовал в совершении или в подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации. Г. Имеет ограничение на въезд в Российскую Федерацию в связи с тем, что подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, либо в связи с принятием в отношении него решения о нежелательности проживания в Российской Федерации, до истечения установленных сроков ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Д. Использовал при подаче заявления подложные документы или сообщил заведомо ложные сведения. Е. Состоит на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Ш. Имеет не снятую или не погашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. З. Преследуется в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, до вынесения приговора суда или принятия решения по делу. И осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, до истечения срока наказания. Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского гражданства формы заявлений, правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а также перечни прилагаемых к ним документов, установлены положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года. Номер 1325, и указами Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года. Номер 183 об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке от 29 апреля 2019 года. Номер 187 об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
За прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за определение наличия гражданства Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размере 3500 рублей. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Российской Федерации по основаниям, предусмотренным статьями 16 и 20 Федерального закона номер 62 ФЗ, государственная пошлина заявителю не возвращается.